Всем привет, вы на канале Pigeon Polly, и сегодня у нас такая необычная рубрика. Это что-то типа Random Creature Design в моей интерпретации. Я обычно такие видео не снимаю, потому что рисовать животных мне удается не очень хорошо. Но на этот раз нам выпала черная мантелла. Это такая вот лягушеня с очень классным окрасом. Мне очень нравится, она такая яркая, интересная, можно всякое напридумывать. В разных вот вариациях можно ее посмотреть. Интересная. Мне кажется, что прикольно будет, если она там будет, например, в качестве головы и часть ее окраса. Тут тоже посмотрим оригинальные картинки. Да, вот она такая желтовато-зеленоватая. И второе у нас венесуэльский трупиал. Это такая птичка. Она такая тоже, кстати, яркая. И в этом своя сложность будет, потому что два ярких персонажа объединить будет не так-то просто. Ну, как всегда в любой работе, мы начинаем со скетча. Тут я мучительно придумываю, как это все расположить. И я в этот раз решила поскетчить оранжевым карандашом. Это не акварельный карандаш, как вы могли подумать. Это обычный карандаш от фирмы Creta Color Carmina. И цвет оранжевый 27111, если вдруг кому-то интересно. Мне эти карандаши, в принципе, нравятся. Но так как я карандашами в целом цветными не очень-то и рисую, я вот подумала, как я еще могу его использовать. И фиолетовый и оранжевый добавила себе в походный пенал, чтобы скетчить ими. Ну и вот решила, что здесь тоже самое время его испробовать, как это будет выглядеть на итоговой работе. Я решила сделать лягушачью голову и туловище птички. И также окрас будет смежный, то есть сверху будут вот эти вот пятнышки, как у лягушки, а нижняя часть будет как у птички. Здесь я решила добавить паучка. Я очень не люблю насекомых, вообще их боюсь, но здесь мне нужно было как-то уравновесить композицию, поэтому я добавила паучка. Ничего другого мне в голову, к сожалению, не пришло. Для замеса туловища я использую лимонную желтую Mijello и немножко осенне-оранжевый и немножко перенона оранжевого от Daniel Smith. Там, где зеленый, я использовала Sub Green от Rembrandt, немножко Azo Green Yellow тоже от Rembrandt, ну и тоже также лимонная желтая. Я стараюсь уплотнить цвет грудки, чтобы она выглядела объемной, но не уверена пока, насколько у меня это получается. Лапки — это просто смесь черной нейтрального тинта и синего ультрамарина от Daniel Smith. Вот такой немножко фиолетовый дал. Крылья я делаю, это Rembrandt Lamp Black и нейтральный тинт от Van Gogh, примерно в равных пропорциях. Ну и подмешиваю туда немножко тоже оранжевый, чтобы поинтереснее это все выглядело, чтобы было не идеально черное. Еще аккуратненько стараюсь оставить вот это белое пятнышко на крыле, чтобы все-таки это была не просто какой-то воробей, а именно та самая птичка, которая мне выпала на бумажке. Такой вот у меня получается окрас у птички. Мне кажется, что в целом я немножко зафакапила хвост, и нужно было его делать более тонким. Я тут пытаюсь его спасти, вы можете это наблюдать на видео. Но мне кажется, что все-таки его нужно было делать потоньше у этой птички. Получилось такой прям чуть ли не павлиний. Ну, такая вот разновидность птички вышла у меня. Птичка в композиции держится на ветке, поэтому правая, получается, правая лапка выглядит такой прямой, а левая более изогнутая. Сейчас я добавляю акценты черным и немножко сейчас сделаем глаз. Тут, наверное, нужно было больше поработать над деталями мордочки этой лягушки, потому что, возможно, она у меня слишком птичья получилась, и нужно было ее как-то больше увести в
такую вот прям лягушачью. Но в целом мне на самом деле нравится, как голова получилась. Не могу сказать, что в целом мне рисунок нравится. Я вообще очень долго думала, выкладывать или не выкладывать его, потому что, это вообще не совсем моя прям стилистика работы над рисунком, и вообще мне не очень нравится то, что в итоге получается. То есть я бы перерисовала, но я подумала, что честнее и интереснее будет все-таки выложить и показать, что не всегда получается все идеально. И иногда вот такие вот странные птицы-лягухи, лягуха-птицы тоже получаются. И не стоит этого стесняться, бояться и расстраиваться, потому что любой творческий процесс — это процесс. Это не результат в первую очередь, а именно процесс. То, как мы себя чувствуем в процессе, когда мы рисуем, и то, как мы это делаем. И каждый рисунок нас приближает к такому недостижимому совершенству, потому что мы узнаем что-то новое. Например, в этом рисунке, когда я его делала, я поняла, что мне нужно больше, во-первых, опыта, больше практики в рисовании животных, особенно птиц, тем более, что один из моих персонажей вообще-то голубь, но ладно. Вот. Во-вторых, мне нужно еще поучиться работать с этой конкретно акварелью, потому что местами я еще себя так не очень уверенно чувствую. Хотя на пленэрах так не скажешь, и было довольно комфортно ей работать. Но вот в такой долгой работе, когда я дома прям методично сижу и выписываю тут все, это, конечно, немножко сложнее. Нужно помнить обо всех особенностях этой акварели. Я бы сказала, что у меня довольно неплохо получилась голова, но вот туловище как будто не очень получилось склеить с этой головой. Хотя мне поначалу казалось, что это будет довольно просто, и что, что там окрасом как бы подшаманить и в порядке. Вот, сейчас я прорабатываю тенюшки на когтях птицы, на ее лапках. И сейчас мы с вами будем делать также небольшие перышки. Я подумала, что это поможет показать, что сама птичка-то такая не шерстяная, но типа в перьях, да, а лягушка кожаная получается. Почему я так странно говорю, не знаю. Вот, здесь мы красим уже паучка. В целом, мне, кстати, понравилось, как паучок получился. Он такой, не супер устрашающий, но я бы, конечно, все равно с ним встретиться не хотела. И далее у нас идет жесткий замес, чтобы сделать цвет дерева, потому что мне хотелось, чтобы он был... в общем, сложно мне сказать, что я конкретно хотела, но вот такой вот он получился. Такой, как сказать, беззубо-коричневый, что ли. И вот такая вот птичка у меня получилась. Напишите в комментариях, как вам, что вы об этом думаете. А я пошла снимать новые видео.